Всем привет, меня зовут Даша, и я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодняшняя серия будет посвящена сборке окраски прицепа муковоза. Результат у меня в руках, так что желаю вам приятного просмотра серии о том, как я пришла к такому результату. Поехали! А перед началом просмотра я хочу рассказать о предзаказе на новинку ЛА-9. Для тех, кто оформит предзаказ на эту модель, ребята из Я-Моделист совершенно бесплатно положат набор высокодетализированных колес для шасси. Кроме того, для оформивших предзаказ действует эксклюзивная скидка на фототравление от фирмы Микродизайн на этот самолет. Добавив фототравление в корзину, вы сэкономите более 150 рублей, а сама модель стоит всего 550 рублей. Предзаказ на эту модель – отличный выбор для новичка, а старт продаж начнется 14 февраля. Ссылочка на модель в описании. Ну и сам полуприцеп. Вот он выполнен из двух деталей. Надеюсь, шов будет ровный. Или его придется как-то исправлять. Производителем прицепа кормовоза АСП-25 является ОАО «Ровно-Сельмаш» в городе Ровно, Украина, на протяжении более 25 лет. АСП-25 представляет собой полую цистерну с люками в верхней части для загрузки сыпучих или гранулированных материалов, такие как мука, комбикормы, белково-витаминные добавки, зерна. Цистерна кормовоза оснащена в нижней части разгрузочными конусами. Разгрузочные конусы кормовоза обеспечивают подачу самотеком всего объема перевозимого материала к узлу выдувания давлением воздуха с целью подачи их в раздаточные емкости. Кормовоз является неотъемлемым связующим звеном в работе зернопереработчиков и хлебопеков, а также производителей кормов и животноводов. Технологичность, мобильность, экологичность и быстрая окупаемость определили востребованность кормовоза в народном хозяйстве многих стран. Большинство хлебзаводов европейской части России осуществили переход в работе с тарной мукой, которая поставляется в мешках, на бестарную, перевозимую кормовозами. Этот шаг привел к снижению трудозатрат и повышению технологичности производства. Перевозка кормовозом комбикормов позволяет осуществлять выгрузку в латканы для кормления рыбы прямо на берегу водоемов в отсутствие рабочей силы и электроэнергии. Разгрузку кормовоза в таких случаях осуществляет компрессор с приводом от коробки отбора мощности тягача. Уникальной и малозатратной можно считать подачу кормовоза перевозимого материала по рукаву выгрузки на высоту до 30 метров. По разным оценкам, кормовозы АСП-25 составляют до 70% парка кормовозов России. Оставшиеся 30% приходится на других производителей. Эксплуатация кормовоза АСП-25 в грузоперевозках показала надежность и простоту эксплуатации. При четком соблюдении правил эксплуатации может служить десятилетиями, а низкая стоимость кормовоза позволяет быстро и эффективно окупать затраты на приобретение. Кормовоз может быть использован для перевозки непищевых продуктов.
Вначале я по привычке грунтую модель. Модель от АВД сделана из непривычного для моделиста АБС пластика. Обычно краска на него очень плохо ложится, поэтому для себя я решила, что модель от АВД надо обязательно грунтовать. Тут я использую серый грунт от фирмы ZIP. После грунтовки выявились огрехи стыка двух половинок бочки. Это еще один плюс использования грунта. На черном пластике этот дефект был вообще не заметен, поэтому, чтобы убрать этот недостаток, я возьму шпаклевку от фирмы Revell и тупым ножом нанесу ее на злополучный стык. Кстати, к слову, шпаклевка от Revell мне не очень понравилась. Она мне показалась слишком густой и довольно быстро сохнущей. То есть я не всегда успеваю ее распределить в нужном месте до ее высыхания. После зачистки швов надфилем и наждачной губкой мне придется догрунтовать те места, где стерлась краска. Настало время пришейдинга. Задуваю черной краской все углубления на поверхности модели. Для этого я использую обычную черную краску от фирмы Pacific. Перед окраской бочки в базу я нанесу маски из модельного скотча на те места, которые должны оставаться черным, например, крылья. Забегу вперед и скажу, что все равно мне придется много чего подкрашивать. Желтым цветом от Pacific задую бочку в базовый желтый цвет, но цвет мне не очень понравился. Да и пришейдинг у меня получился не очень. В общем, потом я докрашиваю бочку в более теплый оттенок желтого, но уже от краски АК третьего поколения. Теперь самая долгая и муторная работа – окраска всех деталей, которые должны быть черным. В частности, эти тубы для шлангов, сами шланги и установка на корме прицепа. Все это я окрашиваю тем же цветом, что я и делала пришейдинг – черным. Я не хочу делать почему-то этот прицеп чистым, хочу наоборот сделать его как можно более убитым. Именно в таком образе у меня почему-то запомнились эти прицепы. Такое наследие Советского Союза, можно сказать. Зачем играть в игры серии «Метро» или «Сталкер», ведь всегда можно просто выйти на улицу. Например, в детстве у меня рядом с деревней был колхоз, и там был автопарк под открытым небом. Там стояли всевозможные комбайны, трактора, грузовики и разнообразное сельскохозяйственное оборудование. И, по-моему, там был как раз похожий прицеп. Или, может быть, это была просто прицеп-цистерна. В
В общем, я хочу восстановить такой образ из детства. Ржавый, может даже немножко заброшенный прицеп. Наследие великой страны, но брошенный и забытый в автопарке. Хочу при помощи этой модели воссоздать образ именно этих воспоминаний. Мое детство прошло в 90-е годы, и оно у меня ассоциируется именно с грязными КАМАЗами, ржавыми зилами и прочими артефактами из игры Stalker. Итак, чтобы достичь эффекта заброшенности на модели, мне нужно сделать несколько шагов. Первое – это сколы. Возьму несколько оттенков коричневого и наношу их поочередно при помощи кусочка от губки. Можно наносить сколы и кисточкой, но так хаотично, как у самой природы, у вас вряд ли получится. Но эти два метода старения можно соединить. Большую часть работы сделать губкой, а кисточкой доработать там, где губкой сложнее подлезть. После сколов я нанесла глянцевый лак на модели от фирмы Pacific. Кстати, этот глянцевый лак мне очень понравился. После его применения поверхность модели очень похожа на стекло, и по ней очень легко работать смывкой. Она сама затекает в рельеф. Кстати, вы заметили, что я окрасила манометр, но этого можно было и не делать. Тут я проявила невнимательность, ведь можно было просто перевести декаль из набора. А уже после того, как смывка высохла, я покрыла модель матовым лаком, чтобы вернуть модель в исходное состояние. Теперь окрашу мелочевку. Красками по стеклу окрашу задние фонари прицепа, желтым поворотники, а двумя оттенками красного габариты и стоп-сигналы. Запылю покрышки, ведь старая резина так не блестит. Для этого я возьму пигменты от Миг и вотру их в протектор, а излишки уберу пальчиком. А затем черной сажей пройдусь по боковым поверхностям каждой покрышки, чтобы придать им более поюзанный вид. Третий прием для состаривания модели – это метод масляных точек. Я его очень сильно люблю, ведь после его применения моделька как будто бы сразу становится другой. Масляные точки имитируют следы воздействия погоды, в частности осадков на машине. А еще ими можно показывать ржавые потеки, так характерные для бочек, стоявших под открытым небом.
Далее прием сухая кисть, я выделяю рельеф машины на черных деталях. Я теперь наношу номер на прицеп, ведь его тоже надо регистрировать в ГАИ. Прицеп будет из 61-го региона. Тут главное не забыть потом немножко и погрязнить этот номер. Ну и последним штрихом будет подчеркивание ржавчины при помощи темно-бурого пигмента на черных элементах прицепа, а светло-оранжевым пигментом я покажу эпицентры ржавчины, то есть те места, где уже конкретно началась коррозия металла. Вот такой у меня получился старый ржавый прицеп. Думаю, он отлично смотрится с грязным КАМАЗом. Думается мне, что такой КАМАЗ как раз везет этот прицеп в последний путь на металлолом, или какой-нибудь частный предприниматель купил его по дешевке и использует не совсем по назначению. А что думаете вы? Как можно использовать прицеп-муковоз в таком виде? Какая может быть вторая жизнь у такой техники? Загляните обязательно и на мой канал тоже, ссылочки будут в описании. У меня на канале вы увидите еще больше строек танков, самолетов, автомобилей, а также роспись фигур. А еще на моем канале есть две постоянные рубрики: новости моделизма и обзор работ моих зрителей. Жду вас у меня на канале сразу после просмотра этого видео. До новых встреч, пока-пока!